Ну, сейчас протираем гончарный круг водичкой. Вот эту можно, да. Теперь задача бросить глину в центр достаточно сильно, чтобы она прям хорошенько прилипла. То есть не просто отпустить, а прям вот так вот шмякнуть, чтобы она вот... Ну, если не попадете в центр, то ничего страшного, но нужно кинуть достаточно сильно. Прям кинуть. Ну, кинуть, но не прям, чтобы размазалось на все части, но и не просто отпустить. Ну, вот Так, нормально. центр. Пойдет. Я имею в виду, чтобы сильно, с силой. И можно вот пальцами чуть-чуть еще ее там позакреплять, чтобы она вот получше держалась. И теперь положение рук. То есть получается одна рука так, вторая так, то есть прям обхватом, а локти должны все время опираться на тазик, на вот этот. То есть вот. Ну да. Да. Снимать? А? Давай, а потом ты меня. Сейчас запускаю ее круг. Можешь вот тряпочкой обтереть. Вот я добавляю водички и просто вот так вот прикладываем ладошки. И вот так вот просто держите, я буду воды добавлять, чтобы все это скользило. Как процесс пошел? Где камера? Сейчас, секундочку. То есть прям вот обхват, чтобы И прижимаю, такой, ну да, да? но он должен быть хорошим, но не слишком сильным, чтобы глина не начала как-то сминаться. То есть просто придерживать, но не слишком так активно. И теперь сейчас покажу, как глину вытягивать. Сейчас давайте покажу. То есть получается держим так, но при этом одна рука выполняет роль стеночки, то есть она придерживает глину, а второй рукой нужно вот этим местом давить как бы как в руку, ну по сравнению вот с этой рукой, то есть перпендикулярно. И нужно максимально медленно все это делать, чтобы глина не успела оторваться. Все, вот я давлю, вот она чуть подтянулась. И дальше уже я вот эту верхушку сильнее сдавливаю, то есть сужаю вот это вот диаметр рук, чтобы верхушка была меньше, чем низ, чтобы была такая как пирамидка. Потом добавляем водички, и одна рука остается сбоку также держать, а второй рукой вот этой широкой частью я опускаю вниз. И я руку держу также прямо, то есть я не выворачиваю ее наружу, чтобы она у меня вытягивала без каких-то таких вот зазубрин. Да, я уже поняла, то, что я внизу сдавила, и она у меня сжалась внизу немножко. Но вот это так не надо, потому что она должна именно быть как пирамидкой, то есть она не должна быть наоборот, как грибок там или как такое просто прямое. Не холодно, кстати. Тепло. Это Хорошо. если что, можно посильнее камин. И можно потом лишнюю глину, что накапливается, вот так вытирать об вот эту часть. Ну все, можете пробовать. Так, сейчас я делаю то же самое, что и вы. Да, но Вытягиваю. максимально медленно. То есть то, что я показывал, это даже, ну как бы быстро, чем надо. Так смотришь, просто кажется. Не бойся. То есть главное ее не делать слишком прямой. И нельзя ее пережимать снизу. Давайте посмотрим. Ну, можно теперь опустить, попробовать. То есть одна рука сбоку, а второй ладошкой можно толкать вниз, но так, чтобы рука вот эта не съезжала на бок. То есть нужно давить больше от плеча, чем просто одной ладошкой. Вроде что-то похожее. И более-менее сейчас я подровняю, можно пока руки там почистить. То есть делаем вот такую плоскость, чтобы легче потом было края выравнивать. И теперь нужно держать руки также сбоку и большим пальцем намечаем серединку, просто вот примерно посерединке, и давим вглубь. То есть нужно давить глубоко вот в эту центральную точку, но не до самого дна, то есть нужно оставить где-то сантиметр или полтора до дна. И не опираться, естественно, на боковую вот эту грань. То есть просто периодически там палец вытаскивать, смотреть, чтобы там не переборщить по ямке, по этой. Там уже, например, когда уже дошли почти что до вот этой низкой точки, можно уже палец, сейчас покажу. То есть вот я ставлю палец, я начинаю еще чуть-чуть его на себя отдавливать.
стенки Ну, то есть вот расширять. таким вот крючком, но только медленно, то есть нельзя резко так вот тянуть, чтобы оно не порвалось. Мгм. Уже в дно не надо давить, то есть нужно уже именно воздействовать на боковую часть. Ну, я там Собственно. еще очень, мне кажется, много до дна оставила. Нет, до дна Нормально. как бы уже не надо глубже, потому Всё. что уже тогда прям совсем... То есть не до железки нужно доходить. Мгм. Ну, я понимаю. И теперь следующий этап, это мы ее расширяем. То есть чашка будет какая, широкая или высокая. Широкая. Тогда получается, вот у нас правая рука остается сбоку, Мгм. она придерживает глину, а вторая рука так вот плашмя кладется сверху. То есть так как у меня рука в воздухе, она у меня опирается на правую руку. И Мгм. пальцы, которые вот свесились в глину, они будут изнутри ее проглаживать. Мгм. И я должен действовать таким вот образом. То есть у меня должна быть и правая рука идти вслед за левой рукой. То есть как вот такая как прищепочка. Мгм. То есть можно даже потренироваться на вот этом вот участке. То есть вот как будто бы эта глина крутится. То есть я вот так вот медленно иду, Мгм. потом снова возвращаюсь вниз и снова иду. И даже чуть-чуть не доходить до вот этого верхней точки. То есть чуть-чуть я не дошел. Мгм. И пальцы убираю аккуратненько в сторону. То есть главное резко не отпускать, потому что тогда глина помнется. То есть если уже глина как-то замялась, она потом может за счет этого как бы потянуть всю остальную конструкцию туда. Не, неправильно. Вот так, вот так. Только наоборот, чтобы правая рука Ну была вот сбоку. у меня правая рука, а эту я Вот, запуталась. она должна, да, опираться на правую руку, левая рука, и пальцы должны левой руки идти в сторону правой руки медленно. И она должна именно идти, как бы вот, ну как будто бы вот проглаживать руку, Мгм. но при этом должно быть синхронность, то есть должна идти и правая рука вместе с этой рукой, то есть как будто вот это одна рука. То есть я их как бы вместе тоже вверх Да, поднимаю. то есть вот как будто бы это все одно целое. И при этом нельзя где-то пережимать в одном месте, то есть нельзя давить сильнее где-то. То есть нужно где-то, ну, равномерность, чтобы была. Мгм. То есть если почувствовали, какая-то тряска возникает, значит что-то не то. То есть нужно понять причину, но как бы не продолжать это повторять, чтобы оно совсем там не развалилось. Сейчас я, получается, стенку, да, сужаю? Сейчас наоборот расширяется. А, То есть ну, если в смысле, хотите, да. сейчас давайте я проверю. То есть если хотите ее вширь делать, то нужно ее ну как бы больше воздействовать от центра к краям. То есть вот я держу, то есть эта рука держит, но она не препятствует расширению. Мгм. Все, вот я начинаю чуть поддавливать и потихонечку вот так вот идти. То есть, видите, она потихонечку расширяется. Но тоже нельзя это резко делать, Да. потому что тогда она сразу же потеряет равновесие от этого нажима. То есть я не препятствую руке, но она не должна вот так быть. То есть она должна прикасаться к глине, но не должна ее держать все время вот уперто. Ну. То есть нужно позволять чуть-чуть расширяться, но не отводить руку в сторону, потому что иначе есть риск, что просто рукой туда ее проломим. Сместилась, да. Ну и надо чувствовать, если какая-то есть сухость, трение рук, то нужно отпустить, чтобы я там успел воды добавить. Мгм. Так, еще шире или пойдет форма? Ну, я бы по пузате ее сделала. Как понять? Ну, чтобы она чуть-чуть вот такая кругленькая. Вверх уже оставляем такой же ширины, а внутри чуть-чуть его раздуть. Прям надо аккуратненько, потому что уже стенка достаточно тонкая, чтобы ее там не переусердствовать. То есть вот уже низ уже не трогайте, а именно вот может быть верхушку можно чуть-чуть попробовать что-то поделать. Есть еще сложнее способ, это вот сейчас я делаю, то есть вот этими пальцами, то есть как тоже как прищепкой. Но тут прям надо очень аккуратно чувствовать. Или хотите как вот так, или может как вот сейчас я делал. То есть я беру пальцами глину и проглаживаю ее по стенке. А это левая рука у меня действует. А правая рука как стеночка, то есть она придерживает саму глину от того, чтобы ее шатало.
Можете вот так попробовать. То есть вначале даже, чтобы понять принцип, нужно не нажимать ее, а просто так вот проглаживать по стенке без нажима какого-то. При этом также что-то должно опираться на тазик, какая-то часть руки. То есть получается левая рука сбоку, да, правая вот так, и локоть нужно туда опустить. И получается, да, вот нельзя, особенно вот ногтями тоже касаться, я имею в виду саму форму. И то есть в момент вот этого проглаживания можно понять толщину стенки. И здесь тоже нельзя где-то в одном месте останавливаться, потому что тогда сразу же это возникнет перегиб. Да. То есть тогда она станет сразу же опять, ну, Я будет. хочу попробовать вот в такой технике. Но главное только опирайтесь вот второй рукой на руку. Я имею в виду, вот, чтобы она не висела в воздухе. Потому что когда она в воздухе висит, она не может удержать. Что-то у меня немножко форма поехала. Я говорю сейчас, если мы сейчас ее дальше потянем, она продолжит деформироваться. Может лучше так оставить? А вот вы можете чуть-чуть взять и верхнюю часть чуть-чуть поджать? Получится так сделать? Да, но это надо чуть-чуть подождать. Я имею в виду чуть подсушить феном. Ага. Но сейчас она все равно уже суховатая, такая. Нет, в общем-то, то, что как бы и надо было. Давайте уже. И сейчас можно будет вот такой вот деревянной лопаткой подрезать лишнюю глину, то есть вот этим скошенным краем нужно чуть-чуть еще вот подточить уголок вот этот. И обязательно все лишнее сюда вот убирать. Это обязательно лучше двумя руками вот держите. Просто как бы не слишком лишнего не снять. Ну это смотрите по силуэту. Главное вот не ткнуть случайно вот этим вот. Да. Потому что тогда это сразу же как ножом будет резать глину. Чуть-чуть там все-таки.
достаточно. Пошире сделаю. Так он пошире, повыше этот стаканчик. Да, можно пошире. Тогда точно так же. То есть получается сейчас правая рука находится сбоку, она придерживает глину. А вторая рука опирается вот так вот плашмя на эту руку, и пальцы вот просто изнутри проглаживают стенку. Но при этом, как я уже говорил, чтобы и левая рука, и правая рука двигались одновременно. Вот наоборот, чтобы правая, да, была сбоку. Ой. И нужно прямо вот опираться, чтобы вот этот палец опирался на эту руку, на правую, иначе он будет просто в воздухе висеть. То есть самое главное, чтобы тряски не было. Если пошла тряска, уже что-то не то. То есть главное не начинать слишком быстро, то есть чтобы скорость была минимальная. Я забыл. То есть одна рука держит, то есть как стеночка, а вторая как пасту выдавливает из тюбика. Но именно она должна идти не вскользь, то есть не вот так, а именно как бы как рычагом к центру. Но нельзя ее пережимать все время. То есть вы, допустим, ее чуть ее поддавили, она подтянулась. Дальше уже старайтесь воздействовать только на верхушку, чтобы вот она именно сужалась, как вот горкой такой. Потому что если давить непрерывно, то она будет прямая. Тогда будет... Один раз, и у меня она улетела В космос. просто куда-то на бок. Так, да? То есть нужно прям вот упирать струну и на себя тянуть, и главное не поднимать ее, то есть не ослаблять вот эту струну, иначе она резать будет вместе с глиной. Пальцы. Главное, что не на себя? Главное не не ослаблять наверх. нажим, не ослаблять нажим, чтобы она не поднялась, сама струна. То есть она должна поехать сейчас вперед. Вот это. Что тебе Колбасина. салфетку дать? Не, я... Колбасина. Ну пусть едет, я сейчас придержу там вот, чтобы можно было дорезать, прям до края можно даже О, это у тебя докатывать. Немножечко. крутяк. И прям вот Можно тяните, чёрным тяните, контуром знаешь. потом сделать, и может какие-то вот эти Да. вот горные Да-да-да, узорчики. бороздочки. Зелени хотела туда добавить. Да, зелененького, темненького. Ну да, можно кидать в центр, чтобы она прям хорошенько прилипла. Ну-ка. И немножко еще тоже по краям вот так закрепить. Систему. Это смешно такое случалось. Серьезно? Я хочу розовый.
Можно вообще какой-то свой, можно внутрянке сделать, ну, то есть вот с прожилками. Светлее, которые светлые будут еще светлее, которые яркие будут еще Ну, какие темные, например, там какой-то темный синий, он еще будет темнее, чем сейчас выглядит, а светлые цвета будут чуть поярче. Ну, это теперь, вы знаете же, как держать, то есть одна рука так, Я вторая не так. знаю, объясните, скажите. А локти должны все время опираться на что-то, то есть в данном случае на вот этот тазик. Ага. Окей, так, где шмякать? Мгм. Ну, сейчас надо будет добавить, запустить круг, потом только добавить водички. Все, добавляем водички, и прям можно придерживать уже. То есть просто пока держать без нажима, без центровки, ну, чтобы вспомнить моменты все эти. Ну, там если сухо, то надо будет обязательно воду добавлять всегда. То есть главное ее не подкачивать к низу, чтобы она не оторвалась с круга. Так, ну и можно центровать, да? Да, ну вы пробовали же центровать? Примерно понимаете, да? Плюс-минус что-то. То есть главное ее не пережимать, то есть чувствовать вот нажим, потому что если слишком резко нажать, то сейчас глина не такая мягкая, то есть она тоже разная же по мягкости может быть, по подготовке. Если ее резко как-то сжать, то она может просто сорваться с круга. Да, это бывало. Вот. Вот. Что это? Это я задела ногтем. Хотя у меня ногти вообще прям... Можно кусочек вот этой глины Ну дальше. и потом вниз. ставить. То есть ее тоже слишком высоко лучше не задирать. Что там сильно? Ну ты крат. Почти пробила. А может это Хороший уже уже А, да? тарелка. Может быть, ну, лунка? Или Ну так пару раз можно сделать будет, просто чтобы ее чуть размять. Потом уже можно будет ямку делать. Потом нужно перед тем, как делать ямку, выровнять вот эту верхушку, чтобы она не была неровная. Тогда будет разница по высоте у стенок, если не сделать плоскую часть. прекрасно. Все, вверх затопила. Ну, я думаю, чуть повыше ее сделать, чтобы как под чашку. Это тарелка будет, чашка. Чашка. Ну, такая тоже колобасина. Ну, тогда ее надо вот на тот же уровень, как вот был у нас, чуть повыше подтянуть, чтобы уже она по высоте примерно была там как 3 четверти этого колобаса. Бомбею тогда надо. Ну, на озоне купил. Кто это все делал? Ну как, не тушь. Подряд? Ну, только он на меня действует наоборот. Ну, когда мы заметил, если двигаешься как-то постоянно, то он... Поддерживает это, да. Ну, тонус держит, а если сидишь где-то там, то Наоборот. наоборот, то расслабляющий какой-то. Что? Мате. Ну ты чай А. мексиканский? Ну, он парагвайский, аргентинский, там разные же они есть по производителю. Да, такие вот из Бразилия. тыквы делают колбасы. Ну, из тыквы, из керамики, из чего-то еще там. по-моему. Да, бомбили, это такая трубочка с промяла до фильтром. конца. Она у меня где-то Под чай заливают больше. водой. И там- Давайте я проверю, можно пока почистить. Ну там такой, как чай. Просто если ее долго так вот гонять, то она потом прям брызгает. сотрется вся. Наша. Условно называем. Ну да что, жесть. Видишь? Я все, я зависла, у меня вдохновение закончилось. Где? Я не знаю просто, что в странице бросить. Красиво. Ой, Я пишу надпись. Чай? Чайку. Чайку? Нет, чайку сейчас я жду, Может, пока вот так вот, как волны? Нет, Вот все нормально, если даже там пузырем, потом лопнет, главное ее там аккуратно делать. Все солнечно. Так, ну теперь ямку вот эту делаете. Можно закрыть. Но главное тоже, как я говорил, там не до дна. Что такое? Куда вы? Это уже мы можем спасти.
Красиво. Да. Все хорошо. Кстати, поражение эго я назову этот бокал. Ну вот она, видите, уже как бы стенка так вот ее ворочает. Теперь сейчас стоп. Можно будет ее... Он косой. Не, ну это из-за того, что вот этот произошел рывок. Может, оно так и должно Да. было быть. Очень необычно. Да. Кстати, да. Как и рождаются инновации. Да. Нет. А, вы его срезали? Но я выровнял по высоте. Не, ну это сейчас мы попробуем еще, может быть, кусок глины. Мило всех это неравномерность высоты. Ну да, это из-за того, что этот рывок. Я просто не заметил, почему он Мне кажется, произошел. Ногтем зацепил. подразглаживать надо, это большой расход краски получается. Да? Я просто не понимаю, как должно быть, поэтому... Лучше первый слой потоньше, а потом, только когда он высохнет, еще слой нанести. Вот, его можно подсохнуть. Да. Очень долго будет сок. О. Да. Вот так. Так, ну тут уже ушло все без... это чайное пиало. Что, хотите спасти это изделие? Ну... Как сказать, уродами не рождаются, У уродами всех должен быть становятся. шанс пробиться. Воду берем, посмотрим. Гуляют пока стенки. О. Или можно, вот я еще глину подготовил, это можно. Что позволится дважды, да. Так, ну ладно. Нет, второй раз получится. Ну, в целом это уже получается чайное пиало, причем Получится второй. потому что Возникло в обстоятельствах определенных. Но оно не сильно тонко, оно обжиг выдержит. Это выдержит, просто потом ее нельзя будет, естественно, там об край стола бить. ну это как любое. Вообще как бы, да, не надо. Любите. Вы просто не понимаете, как посуд потом использовать. Да, хочу другое. Так. Так, Это все это? уничтожить. А можно мне его оставить? Блин. Это было- Не, я хочу, чтобы он был мухомор. А? А как выглядит мухомор? В смысле? Красный, белый, точно. Вот так вот. А тут мне кажется, что это не то. Это розовый. А, это розовый, а у меня в голове не укладывается. Ну и такой вообще есть розовый помор, они почему-то такие серо-розовые.
Вот такие? Ну, вот такого, да, даже еще более гнилостного цвета. Спасибо, так классно. Просто, я думаю... От меня это комплимент. Люблю гнилостые цвета. Так. Ну что, дорогой мой, я хочу вот уже вот эту вот часть, ее можно расширить чуть-чуть, вот, чтобы она была более вот округлой, то есть чтобы Вниз. вот именно вот Да, блин. центральная часть, то есть ширину высоты и ширину основания оставить такой, какая она есть сейчас, а вот именно Всё нормально. Глины больше нет. супер бездержно с умным лицом просто объяснять так и все. Ага, да, спасибо. Вот еще чуть-чуть, вот можно пошить центральную часть, вот эти. Ну, надо, чтобы была более круглой, Да. как такой шарик. Да, Как вот этот шаг? да. Чтобы у нас такое, да, было. Пробую сейчас, что потом уже феном чуть-чуть сделать. О, я ничего сердца нет. Ага, о, пошло, вижу. Можно остальное тогда феном подсушить. Ага. Сейчас, боюсь, она совсем развалится. Водички. Поняла. Так, мне нужно чуть-чуть коричневого. В прошлый раз пошли в рок-бар, и выяснилось то, что наша подруга поет. Курва. Без понтов? Да, А, знаете, знаем. да? Вот, мы Да. первый раз попали, и все, мы загорелись, все, Женя играет на гитаре, с ним девочка будет петь. Вы завтра тоже будете с ребятами выступать. Снимаешь, вытаскиваешь штекер и заливаешь туда, ну, точнее, закладываешь туда выдохшим. И потом выравниваешь сушку. Понимаешь, что это? Нет, так она уже все не возьмется. Так, как Хульки не подходит. Хорошо, что попробовал сначала. Там вот